Здравствуйте, это Фирюза Инчилина, и вы на канале «Откровенно о науке». Сегодня мы продолжим разбирать, что делает гипотезу настоящей, научной, а не просто красивой идеей. Первый критерий – фальсифицируемость – мы рассмотрели в предыдущем видео. Ссылка на это видео находится в правом верхнем углу экрана. Если коротко, гипотеза обязана давать шанс реальности сказать ей «нет». А теперь второй критерий. Один из самых элегантных и самых беспощадных. Критерий, который заставляет любую гипотезу предсказывать будущее, а не просто красиво звучать. Именно здесь огромное количество теорий разваливается. Поехали. Критерий номер 2. Гипотеза должна предсказывать. Этот критерий мой любимый. Хорошая гипотеза всегда немного прорицатель. Она должна сказать примерно так. Если вы возьмете такое-то оборудование и проведете такой-то эксперимент, вы увидите вот такое новое явление. И в реальном эксперименте мы действительно обязаны это увидеть. Но если предсказание относится не к сегодняшней науке, а к будущему, это уже не наука, а пустое обещание. Есть известная восточная притча. Насреддин пообещал султану, что научит осла говорить через 20 лет. Почему так долго? Потому что за 20 лет либо осел умрет, либо султан, и проверять будет некому. С научными гипотезами такое недопустимо. Никаких проверок через десятилетия. Рабочая гипотеза должна давать проверяемые предсказания в ближайшее время, в пределах 2-3 лет. Пример корректно сформулированной научной гипотезы – утверждение, что частота фотона понижается при движении вверх. Физики Роберт Паунд и Глен Репка проверяли именно это утверждение и провели эксперимент, сформулировав его задачу так. Если существует гравитационное красное смещение, то частота гамма-кванта, поднявшегося на высоту 22,5 метра, должна уменьшиться ровно на величину, вычисленную по этой формуле. То есть примерно на 2 на 10 в минус 15. Если эффекта нет, частота останется неизменной. Здесь все строго. Указана высота, указано направление смещения, указана конкретная величина относительного изменения частоты. Указан нулевой результат как контроль. Эксперимент дал именно тот результат, который должен быть дать в случае существования гравитационного красного смещения. Частота гамма-кванта действительно уменьшилась ровно на ту самую величину 2 на 10 в минус 15, предсказанную вот этой формулой. Ни больше, ни меньше. В пределах ошибки измерений совпадение было идеальным. То есть нулевой результат не подтвердился. Частота изменилась. Эффект оказался реальным. Гипотеза выдержала жесткую проверку экспериментом. Паунд и Репка экспериментально доказали, фотон, поднимаясь вверх в гравитационном поле Земли, действительно теряет энергию и снижает частоту. Это одно из самых красивых и точных подтверждений гравитационного красного смещения в истории физики. Эффект размером всего 2 квадриллионные доли, но измеренный абсолютно однозначно. Второй пример – корректной научной гипотезы с экспериментом Фуко. Если Земля вращается, то плоскость колебаний маятника должна поворачиваться с определенной скоростью, которую вы сейчас видите. Если Земля неподвижна, никакого поворота не будет. И опять строгая формула. Прямое предсказание
Нулевой результат как фальсификация. Что показал эксперимент? Маятник Фуко действительно повернул плоскость своих колебаний именно с той скоростью, которая предсказывалась формулой, которую вы сейчас видите. На широте Парижа угол поворота совпал с расчетным значением в пределах ошибки. Нулевой результат не подтвердился. Маятник повернулся, значит, Земля вращается. Это было одно из самых первых прямых механических доказательств вращения Земли, полученное не астрономическими наблюдениями, а чистой физикой. Как проверяют научную гипотезу? Если гипотеза верна, в нужных условиях мы увидим эффект ровно таким, каким он должен быть по расчетам. Если гипотеза неверна, эффекта не будет, или он окажется совсем не таким, как обещала теория. Никаких вольностей, никаких примерно, никаких «мы посмотрим, что выйдет». То есть ученые должны четко указать, какой эффект ожидают, как это произойдет и что мы увидим, если гипотеза неверна. То есть гипотезу можно назвать научной только в этом случае. Если гипотеза верна, мы увидим вот этот эффект. Если не верна, увидим что-то другое. Это и есть наука. Спасибо, что были со мной на канале «Откровенно о науке». Дальше только интереснее. В следующем видео мы разберем третий критерий научной гипотезы, самый тонкий, самый философский и самый честный. Тот, который требует не слепого согласия с прошлым, а согласованности с тем, что реально измерено. Именно поэтому новые идеи могут разрушать старые убеждения, но никогда не должны противоречить фактам. Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в новых выпусках.